сборка колонны с усилением из фанеры. Тут раньше уже была колонна, вот от нее остался только нижний периметр. Мы это все разобрали, потому что, во-первых, было плохо сделано и все болталось, а во-вторых, появились изменения в конструкции. То есть к этой колонне будет крепиться стекло, стеклянная стенка кабинета. Ну, она будет в рамке, конечно, но ребята попросили поставить фанеру. Вот по этой стороне будет стекло, сверху донизу, и, соответственно, фанера. И с этой стороны будет продолжение того же стекла, и, соответственно, фанера тут тоже будет. Так как колонна при разборке начала самодемонтироваться, то было принято решение не сохранять ее элементы для последующего монтажа. Поэтому нижний периметр мы тоже сняли и сделали новую разметку. Эту разметку мы поднимаем на потолок, для того, чтобы посмотреть, где мы можем хорошо и надежно засверлиться, так чтобы нам не мешала обвязка колонны. В общем, нижний периметр мы приклеили на силикон. Предварительно обезжирили и плитку, и профиль. Так, снизу у нас периметр есть. Теперь засверлим вверх, там где-то возможно. А возможно вот здесь. Мы сделали отметки. Сейчас присверлим туда профиль и соберем одну пока вот эту вот сторону. Лазерным осипостроителем поднимаем вертикаль снизу вверх на присверленный профиль. Делаем отметки для вертикальных стоек. Направляющие мы закрепили сверху и снизу на саморезы по металлу. Теперь по этим профилям делаем вертикальную разметку с шагом 40 см для горизонтальных перемычек из CD-шек. Устанавливаются перемычки просто. Один конец сразу фиксируется в направляйке на саморез, другой закручивается так, чтобы между вертикальными профилями было бы одинаковое расстояние. На данный момент можно покачать каркасную сетку в любом направлении, но потом мы ее прикрепим к колонне, и она приобретет необходимую жесткость. Из 4 сторон колонны 2 являются обычными обшивками, без дополнительных наворотов. Поэтому на противоположной стороне колонны мы собрали еще один каркас, аналогичный первому. Разница состоит в способе крепления верхнего периметра. Здесь направляйка прикручена к потолочному профилю, а с той стороны присверлена к бетону. Итак, 2 каркаса у нас есть. Присверливаем к колонне усилители. Они у нас будут разные. По этой стороне усилитель — это горизонтальная CD-шка, которая торцами входит в перемычки на собранных каркасах. Здесь возможна такая схема монтажа, потому что для этого достаточно места. И даже, как видите сами, еще и запас есть. С другой стороны, мы не можем пройти профилем по плоскости колонны. Здесь расстояние совсем маленькое. Поэтому для фиксации каркаса будем использовать уголки. Уголки сделаны из направляющего профиля. Эти уголки и усилители мы поставили на каждую горизонтальную CD-шку. Затем с их помощью выровняли и надежно зафиксировали 2 противоположных каркаса. При этом удобнее всего пользоваться одновременно 2 лазерными уровнями, и начинать лучше с середины колонны. На готовые каркасы прикручиваем гипсокартон. Для всех видов обшивок и на потолках, и на стенах мы используем гипсокартон толщиной 12,5 мм. В данном случае влагостойкий. Итак, 2 плоскости колонны готовы, а мы приступаем к сборке тех сторон, которые имеют внутреннее усиление фанерой для крепления стеклянного витража.
Для крепления верхнего периметра по этой стороне нам пришлось убрать гофры. Но это ничего страшного. Электрики потом заново их переложат. Обвязка колонны мешает прикрутить нормально верхний профиль, поэтому он установлен на боковых закладных, которые крепятся саморезами по металлу к вертикальным стойкам. От самого железа профиль установлен так, чтобы оставался небольшой зазор. В общем, периметр сверху, снизу и по бокам у нас есть. Теперь нужно установить две направляющие УДшки для фанеры и, собственно, саму фанеру. Перед установкой профилей делаем разметку. Фанера у нас находится напротив оконной рамы, поэтому лазер ставим параллельно шву плитки по центру рамы. Ширина фанеры у нас 10 сантиметров, поэтому от красной линии мы отступаем влево и вправо по 5 сантиметров. Делаем отметки снизу и сверху. По этим отметкам устанавливаем вертикальные направляющие. В эти профиля фанера вставляется как в пазы и фиксируется обычными саморезами для гипсокартона. Установили фанеру между двух направляющих и прихватили ее саморезами. Теперь делаем уголки из профиля и шагом 50 сантиметров засверливаем их к стене, к бетону. Вот так, чтобы они были. В общем, фанера на месте. И сами профиля закреплены в периметрах сверху и снизу, саморезами по металлу. При этом поверхность фанеры находится в одной плоскости с профилями слева и справа на колонне и зафиксирована от разворота уголками с профиля. Они же являются и усилителями. К этому времени и электрики закончили свою работу и сказали, что вот в этом месте будут выключатели. Обшивка колонны у нас двухслойная. Второй слой будет стыковаться на горизонтальных перемычках. Расстояние между ними 1,20 м под размер листа. Первый слой и второй. Третья сторона колонны у нас полностью готова. Переходим к сборке четвертой стороны. Схема сборки там будет немножко другая, на горизонтальных профилях. Установили две УДшки дополнительные, боковые слева и справа. Затем горизонтальные перемычки шагом 40 сантиметров. На них закладные из УДшек и в закладные фанеру на 4 самореза. Теперь засверлим уголки на ЦДшках и обошьем колонну гипсокартоном. Вот в принципе и все. То есть мы срезали все лишнее, подровняли края, и по гипсокартону колонна готова. Еще мы сделали фотографии на всякий случай для электриков. То есть как провода сверху входят, где они выходят и как они вообще расположены внутри колонны. Дальше будет отделка. Это белый вариант с уголками, запечатанными швами и зашпаклеванной поверхностью. Так сказать, промежуточный этап между зеленым гипсокартоном и покрашенным гипсокартоном. Совсем скоро вся эта поверхность приобретет красивый законченный вид. Кстати сказать, потолок над этой колонной мы тоже переделывали, по той же причине, что и все остальное. В первую очередь из-за трэшевой схемы монтажа, а во вторую из-за кое-каких изменений в дизайне. Готово. Это вид колонны и всего остального в краске. Не знаю точно, второй ли это слой краски или еще первый дефектовочный, но колонна и потолок выглядят ровно и красиво. Плюс к этому потом добавятся стеклянные перегородки, свет, мебель, и помещение изменится до неузнаваемости. Ну а вы посмотрели еще один способ монтажа
простой на вид колонны с хитрой внутренней начинкой. На этом наш сюжет заканчивается. Всем спасибо за внимание и до новых встреч!